Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю испечь прекрасный торт пани Валевская. Вам он очень и очень понравится. Итак, приступаем к тесту. В муку добавляем разрыхлитель, все хорошенечко нужно перемешать. Ингредиенты для теста перед вами на экране. Добавляем масло или маргарин комнатной температуры и перетираем все это в мелкую крошку вручную. Из этого теста у нас получится превосходный песочный корж. Итак, приступаем. Перетираем все хорошенечко рукой до состояния мелкой крошки. Тесто получается очень нежным и очень вкусным. Хочу вас уверить, что когда вы испечете этот пирог и его попробуете, вы уже не перестанете его делать вновь и вновь. Такой это классный рецепт. Далее берем желтки и перетираем их до однородного состояния вместе с сахаром и ванильным сахаром, которые указаны в рецептуре. Смесь нужно довести до однородной такой гладкой массы. Вот приблизительно так должно это выглядеть уже в конце. Смешиваем нашу крошку с яичной смесью и в один прием замешиваем быстренько однородное песочное тесто. Вот так выглядит тесто после замеса, и теперь можем приступать к дальшей части нашего торта. То есть надо наше тесто распределить ровным слоем на противень, который предварительно нужно выстелить бумагой для выпечки. Вот в такой ровненький квадратик мы распределяем наше тесто. И затем отправляем его в духовку на 10 минут. А мы приступаем к приготовлению безе. Для этого берем наши белки и будем взбивать их до плотной пены, добавляя в несколько приемов сахарную пудру. Ингредиенты у вас на экране, то, что нам будет нужно. Вот когда мы взбили белки, добавляем туда еще крахмал и хорошенечко перемешиваем все вместе. Вот мы взбили с вами белки с сахаром и теперь добавляем крахмал. И это уже последний этап в приготовлении безе. Осторожно, хорошенько все перемешиваем. Вот наш подпеченный корж. Вытаскиваем его из духовочки и приступаем к дальнейшему приготовлению торта. На этот корж мы сейчас будем выкладывать варенье из смородины. Хорошенечко покрываем всю поверхность. И следующий этап – это на варенье мы выкладываем наше безе и хорошо его здесь размазываем по всей поверхности. И последний этап – мы посыпаем все грецкими орехами. И теперь все отправляем в духовочку при температуре 150 градусов на 30 минут. А мы приступаем сейчас к приготовлению крема. Итак, берем яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал и все это венчиком хорошенечко размешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков, чтобы не было никаких грудок. Ингредиенты, нужные нам для крема, сейчас у вас на экране. Вот получилась у нас такая масса. Теперь в нее вливаем горячее молоко и постепенно все размешиваем. Молоко нужно довести до кипения.
И вот теперь постепенно, понемножку все это венчиком размешиваем до однородной массы. Возвращаем нашу смесь в кастрюльку, поставим ее на огонь и, постоянно помешивая, доводим до загустения. Вот так интенсивно помешивая. Огонь должен быть небольшим, чтобы крем не пригорел. Снимаем массу с огня и поставим для того, чтобы она остыла до комнатной температуры. Иногда ее помешиваем, чтобы она не получила сверху такую корочку. А мы приступаем к следующему этапу. Берем мягкое масло и взбиваем его миксером до хорошей пластичной однородной пышной массы. Теперь к маслу будем по одной ложке добавлять нашу кремовую смесь и постепенно взбивать миксером. По одной, по две ложки, но не все сразу. Я напоминаю, что кремовая смесь должна уже быть комнатной температуры. Крем получился, и теперь приступаем к сборке торта. Наш корж, который мы выпекали в духовке, нужно вытащить, остудить и очень точно разрезать на две части, чтобы одна прикрывала другую очень хорошо. Вот так разрезаем, и теперь на одну часть выкладываем наш крем, но не весь. И затем накрываем второй частью. Оставшимся кремом хорошенько промазываем бока со всех сторон. И если мы разрежем торт пополам правильно, то тогда одна часть очень точно прикрывает другую, и торт получается очень красивым. Ну вот и наступил финальный момент, когда мы можем его попробовать. Сейчас вы увидите его в разрезе, какой он получается красивый, нарядный и просто божественно праздничный. Он украсит любой стол. И как видите, приготовить его не так уж и сложно. Посмотрите, какая красота! Я уверена, что если вы один раз попробуете этот торт, вы не перестанете его готовить и на праздники, и на приход гостей, и даже просто для себя. Я надеюсь, что рецепт вам пришелся по вкусу. Обязательно попробуйте, оставляйте свои комментарии. Заходите на мой канал, потому что у меня не только рецепты, но и многое другое. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока!